Что можно сделать, чтобы защитить себя от ситуации, в которой вы бы остались безработными? Вот прям буквально не вылететь на улицу и не сидеть с протянутой рукой. Хороший вопрос. Натолкнула меня на съемку этого видео ситуация, про которую я прочитал не так давно в интернете. Оказывается, в 2008 году, когда в Штатах бахнул этот мощный кризис, там 2 миллиона человек просто выгнали на улицу. Представьте, что это такое, когда 2 миллиона просто рандомных профессий людей попадают на улицу, и как им друг с другом конкурировать, чтобы найти работу, и что делать, если ты не можешь найти работу. Да что там в Штаты, как бы далеко ходить. Если я, будучи программистом, 3-4 года назад, когда искал работу, мне достаточно было потратить 1 день, чтобы получить первый оффер, предложение идти на работу. А сейчас я вот 2-й месяц ищу работу, и я на 2 собеседования буквально успел сходить за это время, учитывая, что у меня нормальный такой опыт, и я как бы высокого уровня специалистом считаюсь. А еще сюда добавьте тот факт, что все-таки нейросети потихоньку входят в обиход и начинают где-то автоматизировать процессы, заменять даже работников нас с вами. И скоро, значит, каких-то специалистов нужно будет меньше, что повлечет за собой еще какую-то безработицу. В общем, конечно, дисклеймер перед видео. Серебряной пули нет, не бывает и не будет. Никто никаких гарантий в этом мире не дает, поэтому и мы вам какого-то супер рецепта дать не можем. Но как снизить риски того, чтобы попасть в ситуацию, будучи безработным и невозможности найти работу, сегодня вам и расскажем. Привет, это «Денег достаточно», капитал-шоу без чудес и дураков. Я в кадре Артем, а ваши глаза и голос в голове — это Лена. Привет! Снимаем, кстати, в городе Буэнос-Айресе. Находимся на точке, которая называется Мирадор, Viewpoint. За нами, вон там самый центр города. Если хотите более точные локации получать, переходите в телегу. Там публикуем всякие новости с полей, где снимаем, где бываем. Ну, всякий прикольный контентик, в общем. Начну с того, как я сам оказался в ситуации, когда мне сложно найти работу. Как оказалось, айтишка, я, повторюсь, да, был программистом еще 2-3 года назад, стреляла, была на хайпе. Многие люди думали, что все, словили удачу, всю жизнь у них все будет зашибись. Часть из них уже, к сожалению, ударилась, часть еще предстоит удариться, а то, что как бы индустрия в кризисе, и оказалось, что столько и программистов не нужно. И что уж говорить, если это еще вчерашний такой локомотив мировой экономики просто упал, обрушился и поувольняли сотни тысяч человек, то что говорить о любой другой нише, которая может завтра стать автоматизирована роботами и вообще перестанет нуждаться в специалистах. И чтобы грамотно подойти к сегодняшнему вопросу, для начала давайте поставим задачу, собственно, чего мы хотим добиться. Дело же не просто в безработице, да, не то чтобы мы прям хотим постоянно работать. Дело в том, что мы не хотим остаться без денег, без средств к существованию. И, в принципе, чтобы к такому прийти, надо экономить, меньше тратить, но это не тема сегодняшнего видоса. Надо делать запасы, чтобы иметь какую-то подушку на черный день, но это тоже не тема сегодняшнего видоса. Тема сегодняшнего видоса — надо обеспечивать приток денег. Начнем с того, что трезво оценим ситуацию. Во-первых, как я уже не первый раз говорю в наших видео, чудес не бывает, и это надо усвоить. Каждый раз, рассчитывая на чудо, не стоит просто этого делать, а когда к вам прилетает какая-то чудесная возможность со стороны, надо понимать, что, скорее всего, это не для вас чудесная возможность. Что еще очень важно помнить, мир непредсказуем. Я думаю, все плюс-минус это уже усвоили за последнее время, потому что, происходят всякие вещи, которых никто никогда не ожидал. И поэтому сегодня надо готовиться к тому, что может случиться, а может не случиться завтра и через месяц. Также для трезвой оценки ситуации достаточно понимать, что большая часть людей в мире живут довольно бедно. Просто если по статистике взять, там 80% будут жить прям реально бедно. И часть из них вообще за чертой бедности. Те же, кто живут богато, они конкурируют между собой, и вам, соответственно, чтобы получить больше возможностей, чем вот эти 80%, тоже придется с кем-то конкурировать. Но хорошая здесь новость в том, что большинству людей наплевать. Им, в принципе, даже видео подобного рода посмотреть будет скучно, поэтому, вы здесь уже впереди некоторых, как минимум, потому что здесь находитесь, и вам это интересно, потому что если зайдете в тренды YouTube, увидите там такое, я не знаю, для меня там в основном криши, какие-то непонятные развлечения. Чего такое? Меня кусают. Я думал, ты мне подаешь знак, что нет, тебе недостаточный кринж. Нет, все нормально. И еще раз про веру в чудо. Каждый раз не устану повторять. Забудьте про всякие инвестиции, сказки для взрослых, заработок покером. Это тоже не даст вам никакой финансовой безопасности, а скорее только ее заберет. Только про инвестиции, я думаю, это не совсем так, потому что на каком-то уровне достатка уже можно в инвестиции. Сейчас я про это скажу тоже, да. Сейчас
не пером. Это сейчас будет в следующем пункте. Еще интересный аргумент, который против вот таких всяких инвестиций и каких-нибудь покеров, хотя бы в том, что туда же тоже с улицы не зайдешь. Этому надо учиться, на это надо потратить кучу сил, кучу времени. И зачем? Столько сил тратить, обучаясь какой-то непонятной булшит истории, которая вообще гарантированно вам денег не принесет, чем обучиться, потратив это же время чему-то полезному, что гарантированно вам может приносить заработок. По-моему, выбор очевиден. Следующее, о чем стоит поговорить, это стоит понимать, что деньги можно зарабатывать разным способом. И чем вы лучше поймете, какие способы бывают, и чем большую часть из них освоите, тем вам же будет проще защититься от возможных таких невзгод в будущем. Да, конечно, я тут уже сказал, что инвестиции – это шлак, но на самом деле, если у вас есть капитал, есть понимание, как диверсифицировать, как снижать риски, как получать проценты с его вложений и какие-то, возможно, знания и знакомые, вы можете зарабатывать инвестициями. Другой вопрос, что, я думаю, у нас с вами здесь примерно почти ноль, и тех, кто реально такими возможностями обладает. Следующий, такой классический, основной, наверное, вариант заработать денег – это, собственно, работа, когда вы продаете свое время и навыки оптом за какую-то месячную оплату. Думаю, тут сильно объяснять нечего, это то, с чего мы все обычно начинаем наш путь трудовой. Вот. Следующий же, более интересный уже вариант, который я каждому рекомендую попробовать или хотя бы приблизиться к тому, чтобы его попробовать, это фриланс. Когда вы работаете как вольно-наемный уже человек и продаете свои услуги дороже, уже на почасовочке условно, но сами находите себе заказчиков, клиентов. Вот. На таком способе можно зарабатывать больше, но вы берете на себя какие-то риски еще, ответственность, дополнительные навыки вынуждены иметь. Вот. Почему я советую это попробовать? Потому что если вы будете знать, как работать на фрилансе, то вы защищены в некотором смысле от безработицы. Даже если вам сложно будет найти работу по найму, вы как минимум можете пойти и сами себе найти, обеспечить какую-то работу. С голоду не умрете, по крайней мере. Но это актуально не для всех профессий, только те, которые там онлайн всякие. Да, хорошее замечание. И, кстати, лучше иметь хотя бы одну в арсенале профессию, вообще лучше иметь не одну, забегая вперед, лучше диверсифицировать. И вот чтобы хотя бы одна из них была такая, где вы можете сами своими руками, сами себе мастером заработать. Я думаю, так. Как минимум лишним не будет навык смочь договориться с кем-то, найти заказ, вот это вот все разместить, это объявление. Потому что, если вы это умеете, без денег не останетесь. Следующий шаг после фриланса, еще более крутой, это уже бизнес, когда вы продаете чужие навыки, умения, да, и получаете с этого прибыль какую-то. Тоже стоит попробовать, может кому-то понравится, мой такой совет. Но бизнес не всем зайдет, потому что там нужно уже брать много ответственности за других людей, отвечать там за какие-то более крупные обстоятельства. То есть если вы получаете прибыль с других, то вы и риски за этих других тоже несете на себе Легко попасть можно там не на 10-20 тысяч рублей, а на миллион, там 2, и отдавать это придется однажды. Но зато если освоите этот навык, сможете выстроить свою систему, то никто никогда вас не уволит, не выгонит на улицу, просто вот так вот внезапно. И от безработицы это очень сильно защитит. Также, как ни странно, чтобы защититься от безработицы, очень полезно заниматься тем, что вам реально нравится. Здесь профит в нескольких сразу позициях, кроме того, что вы будете более счастливым человеком, вам гораздо проще будет в этом прокачиваться, становиться лучше, конкурировать, потому что проще тратить каждый день какое-то время на то, чтобы становиться лучше в том, что вам еще и удовольствие доставляет. И если сразу не получается заниматься любимым делом, тоже невеликая проблема, можно работать на работе, на которой вы уже работаете, параллельно как хобби развивать любимую какую-то темку, находить какую-то халтурки там, подработки, как фрилансер себя испытывать, и навык фриланса заодно тоже прокачаете. А также есть некоторые навыки, вот как по мне, которые надо бы каждому, и все желательно в себе развивать, изучать. Хотя бы какой-нибудь из них, я думаю, точно вам будет полезен. И я говорю здесь про маркетинг, про искусство продаж, вообще как это все работает, про IT и технологии. Желательно хоть как-то, хоть поверхностно, но следить, что вообще в мире происходит, чтобы не проспать, следующую техническую революцию. Бизнес и экономика в целом, это, конечно, скучные темки, про деньги слушать, про что-то, про экономику, но если вы будете разбираться примерно, как работает рынок, где есть спрос, где есть предложение, то хоть каких-то там вещей избежите базовых, ошибочных, а где-то какие-то возможности будете видеть, которые другие люди просто не видят. И в наше время есть такое понятие, как личный бренд, и если вы хотите прям действительно стать высокооплачиваемым специалистом, прокачиваться в какой-то сфере, то вам придется личный бренд строить. Возможно, стоит озаботиться этим уже заранее, потому что там такие семена, которые долго прорастают, их надо долго сеять, поливать.
И, ну, в общем, если вы планируете сильно развиваться в чем-то, советую тоже разобраться в том, что такое личный бренд. И если уж будете вести соцсети, чтобы не тратить это время просто впустую, фоткая еду, как бы, вы можете потратить это время на то, чтобы прокачивать себя как специалиста. А еще советую прямо вот завтра пойти найти ближайшие курсы ораторского мастерства, театральную школу, какую-нибудь импровизацию, я не знаю, стендапер. Все то, где учат, как правильно вести себя на людях, как подавать себя, потому что по своему опыту могу сказать, что уверенная подача себя, она очень часто выигрывает даже перед железными навыками, ну то есть перед реальными навыками рабочими вашими. Если вы будете хорошо говорить и хорошо себя подавать, а рядом будет крутой специалист, который что-то круто умеет делать, но не умеет общаться, вас возьмут на работу, а его нет, как минимум, потому что он даже не сможет объяснить, зачем его нужно брать на работу. И прежде чем я перейду к резюмирующему разделу, что же, собственно, итого можно сделать, чтобы не оказаться однажды безработным, поддержите нас лайком, если вам зашел такой формат. Мы опять экспериментируем, пробуем что-то новое, снимаем вот на улицах, более таки импровизационном формате. Кто не подписался, я не виноват. А еще больше рискуем сейчас, потому что в любой момент могут выхватить камеру и убежать. Это Буэнос-Айрес. Это Буэнос-Айрес, детка, поэтому мы шифруемся в клеточке. И да, скиньте видео лучшему другу, с которым однажды, возможно, вы будете делать вместе бизнес или заниматься фрилансом. Пусть тоже готовится. Итак, резюмируя, что же мы можем сделать, чтобы не оказаться однажды безработными, не оказаться на улице. Я, конечно, по верхам пробежался, но и видео небольшое, на самом деле, оно такое ознакомительное, скажем так. Во-первых, диверсификация – это ваш лучший друг в любом смысле, как бы от различных мест хранения денег до различных способов заработка. Если вы обладаете более чем одной профессией, вам всегда проще найти работу, даже если одна из этих профессий однажды станет неактуальна. А во-вторых, диверсифицируем способы заработка. Хорошо уметь не только в найм, в работу по найму, но и в фриланс, может в бизнес. Может и в инвестиции хорошо уметь, но здесь надо понимать, где там скам и обман, а где что-то похожее на реальные инвестиции. А также важно развивать свои личные качества, потому что хороший парень, конечно, не профессия, но если вы хороший человек, адекватно умеете общаться и хорошо в коллективе в любом работаете, то вы и по найму будете хорошо устроены, и никто вас не захочет уволить просто потому, что вы там не вышли как бы неприятно другим людям, да, но и если захотите сами организовать свой бизнес, например, вам проще будет найти партнеров, там, друзей, с нормальными людьми общаться, потому что, ну, нормальные люди любят общаться с другими нормальными людьми, как бы здесь подобное к подобному, простая истина. Ну и расширяйте кругозор, очень важно разбираться в современном мире. Может уж не в политике, потому что там все совсем такое наносное, но хотя бы в экономике, потому что это наука, это базовые понятия, и примерно можно отследить, как она работает. В технологиях тоже очень полезно развиваться. Ну и вообще, чем шире ваш кругозор, тем больше возможностей вы видите в любой ситуации. Как минимум, вы уже находитесь на этом канале, а он весь про деньги, про то, как заработать, как можно жить, как тратить, как откладывать. Подписались на канал, вот ваш уже первый шажок в сторону более разумного какого-то такого образа жизни. Напишите в комменты, если у вас какие-то свои есть интересные способы о том, как предохраниться от безработицы. Или, может, свою ситуацию можете рассказать, как вы попали в подобную ситуацию или вышли из ситуации, потому что будет очень интересно. Я все комменты тоже читаю, всем отвечаю, и, возможно, что-то из того, что вы напишете, станет темой для следующего ролика. Подожди.